Приветствую вас на канале Бурмикс, с вами дядь Миша. Друзья, продолжается наш отпуск. Не знаю сейчас, где мы находимся. Может быть, еще в Казани, а может быть, уже в Нижнем Новгороде. Но тем не менее, сегодня все равно будет у нас татарская кухня. Будем готовить такмач с курицей. Очень простое блюдо из доступных ингредиентов. Обязательно приготовьте, это реально вкусно. Вот, ингредиенты готовим. Начинаем с подготовки овощей. Морковку разрезаем пополам. Половина у нас пойдет в бульон. Нарезаем морковку большими кусками, вот такими. А для самого супа нарезаем морковку полукружками. Вот так. Лук разрезаем пополам. Половина пойдет для приготовления бульона, а вторую половинку нарезаем четверть кольцами. Переходим к плите. В большую кастрюлю закладываем помытую курицу. У меня курица весом 1 кг 200 грамм, а кастрюля на 6 литров. Вливаем сюда воду, чтобы она полностью покрывала курицу. Мне понадобилось 3 литра. Добавляем 30 граммов соли, 7-8 горошин белого перца, морковь и лук. Начинаем готовить курицу на сильном огне. Когда появится пена, убираем ее. Переключаем плиту на слабый огонь, накрываем крышкой и готовим ровно 1,5 часа. Пока варится курица, приготовим домашнюю лапшу. На стол просеиваем 100 граммов муки. В середине делаем вот такую воронку. Из кастрюли отбираем 3 столовые ложки бульона. Вливаем в воронку. Добавляем 1 яйцо и замешиваем тесто. Вымешиваем тесто до тех пор, пока оно не соберется в комок. Потом присыпаем мукой и домешиваем до тех пор, пока оно перестанет липнуть к рукам. Ну вот такое тесто получается. Мягкое и не липнет к рукам. Делим тесто на 2 части. Каждую часть подкатываем в шарик. Вот так. Вот так. И накрываем полотенцем. Даем тесту отдохнуть в течение 10-15 минут. Бульон варится уже 1 час 15 минут. То есть осталось ему готовиться 15 минут. Кладем в бульон 2 лавровых листа. И варим, естественно, еще 15 минут. Как я уже говорил, в общей сложности бульон у меня готовился ровно 1,5 часа. Он готов. Извлекаем курицу из бульона и даем ей остыть. А бульон снимаем с плиты и процеживаем в другую кастрюлю 2 литра бульона. Оставшийся бульон можно заморозить в морозильной камере, а потом использовать, например, для приготовления соусов. Прошло 10 минут, тесто отдохнуло, присыпаем стол мукой, выкладываем 1 шарик, руками разминаем в лепешку, сверху присыпаем еще мукой и при помощи скалки раскатываем в тончайшую лепешку. Лепешка должна получиться примерно 1 мм. Примерно вот так. Видите? Тесто хорошее, очень послушное. Теперь из этого теста нужно нарезать полоски шириной примерно 4-5 сантиметров. Делаем это вот таким образом. Можно, в принципе, это делать и ножом. Оставляем полоски на столе подсохнуть в течение 10-15 минут. А затем нарезаем очень тонкой соломкой. Примерно вот так. В результате у меня получилась вот такая гора домашней лапши. Красотища! Теперь займемся курицей. Курица подостыла, убираем шкуру, отделяем мясо от костей и нарезаем его небольшими кусками примерно по 30 грамм. Переходим к плите. На одной плите процеженный бульон доводим до кипения, а на вторую конфорку ставим сковороду, разогреваем растительное масло, буквально 1 столовую ложку, и обжариваем лук и морковь до мягкости. Как только лук и морковь обжарились, отправляем зажарку в кипящий бульон и туда же добавляем лапшу. Перемешиваем, доводим до кипения. Как только закипело, добавляем нарезанную курицу. Перемешиваем. Еще раз доводим до кипения. Добавляем нарезанные укроп и петрушку, накрываем крышкой и убираем с плиты. Даем постоять 10 минут. Ну вот и все, такмач с курицей готов.
Осталось его только разложить по тарелкам и угощаться. Кстати, если вы хотите поострее, можете добавить мелко нарезанный перец чили. Будет вкусно. Ну, если вы любите острое. Ну а теперь пробуем. Смотрится очень хорошо. Давайте вначале курочку попробуем. Вкусно. А теперь лапшичку, и тоже с курочкой, конечно. Круто! Даже не верится, что из таких простых ингредиентов можно приготовить такую вкуснятину. Друзья, обязательно готовьте, но помните, обязательно нужно делать лапшу самому. Она не разваривается, она офигенно вкусная. Так что готовьте, радуйте своих родных и близких. Я желаю себе и Дине хорошего отпуска. Обязательно привезем из отпуска какие-нибудь новые вкусные рецепты. Ну а я пока прощаюсь с вами. До новых вкусных рецептов. Пока!